Что если мегалодон, гигантская акула размером с автобус, исчезла не 3 миллиона лет назад, а совсем недавно? В 1975 году австралийские рыбаки подняли со дна зубы этого чудовища, которым оказалось всего 10 тысяч лет. В 2012-м военные гидролокаторы зафиксировали у берегов Южной Африки существо длиной 25 метров, которое двигалось как акула. А совсем недавно океанологи обнаружили на глубине 4000 метров следы укусов, которые не мог оставить ни один известный хищник. Размер челюстей совпадает с мегалодоном. Получается, наука ошибалась все это время. В 1873 году британское исследовательское судно «Челленджер» проводило глубоководные работы в Тихом океане. Команда поднимала со дна образцы грунта с глубины более 4000 метров. Среди ила и камней ученые обнаружили 2 массивных зуба мегалодона. Обычная находка для палеонтологов, если бы не одна деталь. Зубы были покрыты слоем марганцевых отложений толщиной всего 1 мм. Скрывает любые объекты на океанском дне с постоянной скоростью. Ученые показали шокирующий результат. Зубам было не более 10 тысяч лет. Для сравнения, все остальные найденные зубы мегалодона покрыты слоем в несколько сантиметров, что соответствует возрасту в миллионы лет. Научное сообщество отмахнулось от находки. Слишком невероятно. Наверняка ошибка в расчетах или особые условия на дне повлияли на скорость отложения марганца. Но в 1954 году драга австралийского траулера зацепила что-то тяжелое у побережья Нового Южного Уэльса. Рыбаки подняли на борт челюсть невероятных размеров с 17 зубами. Каждый зуб был длиной почти 15 сантиметров. Капитан судна передал находку в Сиднейский университет. Профессор Дэвид Стед провел анализ. Зубы были белыми, почти без признаков окаменения. Обычные ископаемые зубы мегалодона черные или темно-серые от минерализации, которая происходит за миллионы лет. Они же выглядели так, будто принадлежали животному, погибшему недавно. Углеродный анализ показал возраст около 11 тысяч лет. Стэд опубликовал результаты в научном журнале. Его коллеги обвинили профессора в сенсационности. Они заявили, что методика анализа устарела и ненадежна. Университет попросил Стэда больше не поднимать эту тему публично. Образцы поместили в запасники музея, где они пролежали до 2000-х годов. Когда современные технологии позволили провести более точный анализ, зубы исчезли. Сотрудники музея не смогли их найти. В каталоге значилась пометка «Утеряна при переезде коллекции в 1972 году». В 2009 году глубоководный аппарат японской океанографической экспедиции исследовал Марианскую впадину на глубине 6000 метров. Камеры зафиксировали останки кита на дне. Точнее, то, что от него осталось, огромный скелет длиной около 12 метров. Археологи изучили запись и обнаружили странные повреждения на костях. Ребра кита были перекушены, не сломаны, не раздроблены. Именно перекушены с характерными бороздами от зубов. Расстояние между следами клыков составляло 11 сантиметров. Ни одна современная акула не способна оставить такие отметины. У большой белой акулы, крупнейшего хищника океана, расстояние между зубами максимум 4 сантиметра. Команда провела компьютерное моделирование. Программа рассчитала размер челюсти по следам укусов. Результат показал ширину пасти около 2 метров. Это точно соответствует челюсти взрослого мегалодона среднего размера. Японские ученые опубликовали данные с осторожной формулировкой «неизвестный крупный хищник». Они не стали напрямую упоминать мегалодона, понимая реакцию научного сообщества. Через 3 года похожие следы обнаружили у побережья Новой Зеландии. Местные рыбаки нашли выброшенного на берег кашалота. Морской биолог Марк Томпсон прибыл осмотреть тушу. На боку животного зияла рваная рана шириной 1,5 метра. Края раны несли отчетливые следы зубов, полукруглые выемки глубиной по 5 сантиметров каждая. Томпсон насчитал 32 отметины от зубов. Он сделал слепки и отправил их коллегам в Австралийский морской институт. Эксперты сравнили слепки с зубами известных акул. Совпадений не нашлось. Зато отметины идеально совпали с реконструированной челюстью мегалодона из Музея естественной истории в Мельбурне. Кашалот весил около 20 тонн. Чтобы нанести такую рану, хищник должен был обладать чудовищной силой укуса. Современные большие белые акулы кусают с силой около 2 тонн на квадратный сантиметр. По расчетам палеонтологов, мегалодон кусал с силой 10 тонн на квадратный сантиметр. Томпсон попытался опубликовать исследование, но 3 научных журнала отклонили статью. Редакторы заявили, что выводы слишком смелые и требуют дополнительных доказательств. Образцы слепков Томпсон хранит в своей лаборатории до сих пор. Капитан Дэвид Рикс водил рыболовецкое судно у берегов Южной Австралии больше 30 лет.
В апреле 1987 года он ставил сети в 20 милях от побережья. Вода была спокойная, видимость отличная. Внезапно вперед смотрящий закричал и указал на воду справа по борту. Из воды поднималась спина. Огромная, серая, покрытая шрамами. Рикс схватил бинокль. То, что он увидел, заставило его замереть. Акула двигалась параллельным курсом на расстоянии около 50 метров. Ее спинной плавник возвышался над водой почти на метр. Капитан видел много больших белых акул, но это была в 3 раза крупнее. Судно Рикса имело длину 14 метров. Акула была длиннее. Он оценил ее размер в 18, может 20 метров. Существо двигалось медленно, мощно взмахивая хвостом. Хвостовой плавник был шириной 1,4 метра. Команда из 5 человек наблюдала за акулой около 3 минут, пока та не ушла на глубину. Рикс доложил о встрече в порту. Его подняли на смех. Коллеги решили, что капитан выпил лишнего или видел китовую акулу. Но китовые акулы имеют пятнистую окраску и плавают у поверхности с открытой пастью, фильтруя планктон. Та акула была однотонно серой и двигалась как хищник. Через 8 лет похожую встречу описал экипаж французского исследовательского судна в Индийском океане. Гидробиолог Жан Моро проводил замеры температуры воды на глубине. Он показал крупный объект, поднимающийся со дна. Объект двигался со скоростью около 15 км в час. Моро переключил эхолот на максимальное разрешение. Контуры существа четко читались на экране. Длина 23 метра. Форма тела типичная для акулы, но размеры невероятные. Существо поднялось до глубины 50 метров и пошло прочь. С эхолота Моро показал коллегам в Марсельском университете. Специалисты по морской фауне изучили данные. Они не смогли идентифицировать существо. Китом это быть не могло, скорость и характер движения не совпадали. Подводная лодка? В том районе их не было. Косяк рыбы? Эхолот четко показывал единый объект, а не множество мелких. В 2003 году рыбаки с Маркизских островов вытащили сеть, порванную чем-то массивным. В сети застрял зуб длиной 13 сантиметров. Белый, острый, зазубренный по краям. Местный учитель биологии опознал его как зуб мегалодона, но зуб не был окаменелым. Он выглядел свежим, будто выпал у живого животного недавно. Рыбаки продали его туристу за $200. След зуба потерялся. Глубоководный аппарат Deep Sea Challenger опустился на дно Марианской впадины в марте 2012 года. Режиссер Джеймс Кэмерон управлял батискафом на глубине 10 900 метров. Камеры высокого разрешения фиксировали каждую деталь вокруг. На записи появилось нечто странное. Огромная тень прошла на расстоянии примерно 100 метров от аппарата. Кэмерон развернул камеры, но существо уже скрылось в темноте. На видео осталось только размытое пятно длиной около 15 метров. Форма напоминала торпеду с хвостовым плавником. Движение было плавным и быстрым. Тень появилась повторно через 20 минут, на этот раз ближе 50 метров. Кэмерон включил дополнительные прожекторы. Свет выхватил из темноты часть массивного тела серого цвета. Видна была боковая поверхность и край грудного плавника. Существо резко ушло вниз, подняв облако ила со дна. После всплытия Кэмерон передал записи морским биологам. Эксперты изучили материал. Ни один известный глубоководный обитатель не соответствовал размерам и форме тела на видео. Гигантские кальмары двигаются иначе, киты не опускаются на такую глубину. Крупные акулы, вроде гренландской полярной, живут максимум на глубине 2000 метров. Марианская впадина остается наименее изученным местом планеты. Исследовали ее дно всего 4 раза за всю историю. Давление там в 1000 раз больше атмосферного. Температура около 2 градусов. Полная темнота. Казалось бы, жизнь невозможна. Но каждое погружение обнаруживает новые виды существ, приспособившихся к этим условиям. В 2014 году китайский беспилотный аппарат провел видеосъемку на глубине 8000 метров в той же впадине. Запись показала рыбу длиной около метра с полупрозрачным телом. Новый вид, неизвестный науке. Если небольшие рыбы живут на такой глубине, почему там не может существовать крупный хищник? Мегалодон был суперхищником. Он охотился на китов у поверхности. Но что если часть популяции ушла глубже, спасаясь от изменения климата 3 миллиона лет назад? Океан остыл, количество добычи у поверхности сократилось. Глубины оставались стабильными. Постоянная температура, обилие глубоководных кальмаров и рыб. Биолог Эмма Бернард из Лондонского музея естественной истории провела расчеты. Популяция из 200 особей мегалодона могла выжить в глубоководных желобах Тихого океана, питаясь крупной добычей раз в месяц. Такая популяция оставалась бы практически невидимой для человека. Глубоководные желобы занимают площадь больше Европы, но исследованы меньше, чем на 1%. Хоффман погружался у побережья Южной Африки в октябре 2016 года. Он снимал документальный фильм о больших белых акулах для канала Discovery.
На глубине 30 метров камера зафиксировала что-то белое, торчащее из песка. Хоффман подплыл ближе. Из дна выступал зуб треугольной формы, огромный, около 18 сантиметров в длину. Он осторожно извлек находку из песка. Зуб был тяжелым, но не окаменевшим. Поверхность гладкая, эмаль блестящая. Края зазубренные, острые, как бритва. Вернувшись на борт, Хоффман показал зуб капитану судна. Тот сразу узнал находку. Зуб мегалодона. Но обычно такие зубы черные от минерализации, этот же сохранил почти белый цвет с легким желтоватым оттенком. Команда решила вернуться на место погружения на следующий день. Утром дайверы обследовали участок дна радиусом 100 метров. Они нашли еще 3 зуба. Все одинаково хорошо сохранившиеся. Самый крупный достигал 21 сантиметра. По размеру зубов можно было рассчитать размер акулы. Около 23 метров в длину. Хоффман связался с палеонтологом Майклом Ховардом из Кейптаунского университета. Ховард прилетел на место находки через 2 дня. Он провел предварительный осмотр зубов прямо на судне. Степень сохранности его поразила. Зубы выглядели так, будто принадлежали животному, погибшему недавно, максимум несколько тысяч лет назад. В университетской лаборатории Ховард провел детальный анализ. Радиоуглеродное датирование показало возраст 4000 лет. Он повторил тест трижды с разными образцами. Результат не изменился. 4000 лет назад в этих водах жил мегалодон. Ховард написал статью и отправил ее в журнал Nature. Через месяц пришел отказ. Редакция попросила предоставить дополнительные доказательства и провести независимую экспертизу. Ховард отправил образцы в лабораторию Оксфордского университета. Британские ученые подтвердили возраст от 3 до 5 тысяч лет. Научное сообщество раскололось. Одни требовали признать находку революционной и пересмотреть время вымирания мегалодона. Другие обвиняли Ховарда в подлоге или ошибке в методике датирования. Скептики утверждали, что особые условия на дне могли исказить результаты анализа. Хоффман передал зубы в музей Кейптауна, где они выставлены в специальной секции спорных находок. Табличка рядом с экспонатом осторожно сообщает: возраст образцов под вопросом, требуются дополнительные исследования. Ховард до сих пор борется за признание своего открытия. Он собрал команду из 12 специалистов разных стран, которые проводят независимые анализы. Пока все тесты подтверждают первоначальный результат. Морской биолог Сэл Джоргенсен установил радиомаяк на большую белую акулу длиной 4,5 метра у побережья Калифорнии в ноябре 2009 года. Самку назвали Альфа. Она была доминантной особью в этом районе океана, избегала людей и успешно охотилась на тюленей. Маяк передавал данные о глубине, температуре воды и местоположении акулы. 4 декабря в 3 часа утра маяк зафиксировал странное поведение. Альфа плыла на глубине 100 метров, когда резко нырнула до 570 метров. Температура воды вокруг акулы упала с 15 до 4 градусов. Белые акулы редко опускаются глубже 300 метров. Альфа оставалась на этой глубине 17 минут. Затем показатели изменились кардинально. Температура маяка подскочила до 26 градусов. Единственное объяснение – маяк оказался внутри другого существа. Что-то проглотило Альфу целиком. Температура соответствовала температуре тела крупного хищника. Маяк продолжал передавать сигнал еще 8 дней. Существо, съевшее акулу, двигалось вдоль континентального шельфа на глубинах от 400 до 800 метров. Скорость перемещения достигала 25 км в час. Затем сигнал пропал. Маяк либо переварился, либо был выброшен. Он представил данные на конференции по морской биологии в Сан-Диего. Он избегал прямых выводов, но цифры говорили сами за себя. Чтобы проглотить 4-метровую акулу целиком, хищник должен иметь пасть шириной минимум 1,5 метра. Такой пастью обладает только одно известное существо – мегалодон. Касатки могут убить белую акулу, но не глотают ее целиком. Они выедают печень и оставляют тушу. Гигантские кальмары живут на больших глубинах, но у них нет зубов, способных удержать крупную добычу. Кашалоты едят кальмаров, а не акул. Скептики предположили, что маяк оторвался от акулы и был съеден другим животным. Маяк крепили к спинному плавнику 3 титановыми болтами. Сорвать его могла только сила, способная разорвать саму акулу. Через год похожий случай произошел у берегов Австралии. Белая акула длиной 4 метра с радиомаяком исчезла при тех же обстоятельствах. Резкое погружение на глубину, скачок температуры маяка, движение на глубинах 400-600 метров в течение недели. Потом тишина. Джоргенсен пометил маяками еще 37 больших белых акул. 4 из них исчезли точно так же. Все случаи произошли на глубинах от 300 до 600 метров. Все в зонах континентального шельфа, где глубина резко обрывается в океанские желоба. И указывали на существование крупного глубоководного хищника, охотящегося на больших белых акул. Хищника, который избегает мелководья и поверхности. Хищника, о котором наука предпочитает не говорить вслух.
Полинезийские племена островов Туамоту передавали из поколения в поколение легенды о Тамаора, гигантской акуле-демоне, живущей в глубоких водах за рифами. Старейшины описывали ее как существо длиной с 4 каноэ, способное проглотить кита целиком. Европейские исследователи XIX века считали эти рассказы фольклором, пока не услышали похожие истории на других островах за тысячи километров. На Маркизских островах рыбаки рассказывали о Таке-Рихи, владыке глубин с пастью размером с хижину. В преданиях говорилось, что Таке-Рихи появляется раз в несколько лет, когда голоден, и уводит в пучину самых крупных китов. Племена запрещали выходить в море в определенные периоды, которые они вычисляли по звездам и луне. Миссионер Уильям Эллис записал в 1822 году рассказ вождя острова Райатеа. Вождь утверждал, что его дед видел Таке-Рихи в молодости. Акула поднялась рядом с каноэ на рассвете. Ее голова была больше всего каноэ. Глаза размером с кокосовый орех. Пасть открылась, показав ряды зубов длиной с человеческую ладонь. Существо проплыло мимо, не тронув лодку, и скрылось в глубине. Японские рыбаки с острова Окинава знали легенды о Йодзинзаме, древней акуле, обитающей в Рюкюской впадине. Записи 17 века описывают случай, когда рыбацкая джонка встретила Йодзинзаме в открытом море. Капитан записал в судовом журнале: акула была длиной 20 кэнов, примерно 36 метров. Она двигалась медленно у поверхности, ее спина напоминала остров. В архивах Британского музея хранится дневник китобоя Томаса Хелма, датированный 1843 годом. Хелм описал встречу в водах южной части Тихого океана. Его судно преследовало раненого кита, когда из глубины поднялась огромная тень. Кит попытался уйти, но тень настигла его, вода вскипела. Команда видела пасть, которая сомкнулась на теле кита. Кит исчез под водой за секунды. Хелм написал: это была акула размером с наше судно, а их китобойное судно имело длину 22 метра. Индийские племена Новой Зеландии поклонялись Мангапаре, великой акуле, защитнице океана. Их резные изображения показывают существо с массивной головой и рядами острых зубов. Шаманы племени утверждали, что Мангапаре живет в глубочайших частях океана и поднимается на поверхность только когда баланс природы нарушен. Антрополог Маргарет Орбелл изучала маорийский фольклор в 70-х годах 20 века. Она обнаружила поразительное сходство в описаниях гигантской акулы у народов, никогда не контактировавших между собой. Полинезийцы, японцы, маори – все описывали похожее существо. Размеры совпадали, поведение совпадало. Места обитания – глубокие воды за пределами рифов. Орбелл предположила, что легенды основаны на реальных встречах с крупным морским хищником. Хищником, который сохранился в отдаленных частях Тихого океана и периодически появляется на поверхности. Глубоководная камера опустилась на дно каньона Монтерей у побережья Калифорнии в январе 2018 года. Исследовательский институт океана установил сеть из 20 камер на глубинах от 1000 до 3000 метров. Цель – изучение глубоководной фауны. Камеры работали в автоматическом режиме, записывая все движения перед объективом. Через 3 месяца команда подняла оборудование на поверхность. Биолог Дженнифер Кларк начала просматривать записи. Первые недели показывали обычную картину – крабы, глубоководные рыбы, изредка кальмары. На записи с камеры номер 14, установленной на глубине 2300 метров, она увидела нечто невероятное. 7 февраля в 4 часа 23 минуты утра в кадр вплыло массивное существо. Серое тело, мощный хвост, характерная форма акулы. Размер поражал. Камера имела в кадре референтную решетку. Существо было длиной минимум 20 метров. Акула двигалась медленно, почти лениво. Голова повернулась к камере. Кларк поставила запись на паузу. На экране четко видна была пасть акулы, приоткрытая, показывающая ряды зубов. Треугольные, зазубренные, огромные. Глаз размером с футбольный мяч, черный, без белка. Шрамы покрывали морду и жаберные щели. Акула находилась в кадре 1 минуту 47 секунд. Она проплыла мимо камеры на расстоянии около 5 метров. Видны были грудные плавники, каждый больше человеческого роста. Тело покрывала толстая кожа с крупными чешуйками. Хвостовой плавник имел форму полумесяца, типичную для быстрых пловцов. Кларк вызвала директора института. Они пересмотрели запись 10 раз, замерили существо по решетке. 22 метра. Изучили каждый кадр. Сомнений не было. Они видели живую акулу гигантских размеров на глубине, где белые акулы не водятся. Институт создал экспертную комиссию из 8 специалистов. Ихтиологи, палеонтологи, специалисты по компьютерной графике. Задача – определить вид акулы и исключить возможность подделки. Работа заняла 4 месяца. Эксперты по графике подтвердили – видео подлинное, признаков монтажа нет. Палеонтологи сравнили пропорции тела с реконструкциями мегалодона. Совпадение составило 92%. Форма зубов, размер глаз, строение плавников – все указывало на мегалодона.
Институт опубликовал данные в июне 2018 года. Научный мир взорвался. Скептики требовали предоставить тушу или хотя бы еще одну запись. Сторонники утверждали, доказательств достаточно. Запись в высоком разрешении, экспертиза подтвердила подлинность, размеры и анатомия совпадают с мегалодоном. 3 крупных научных журнала отказались публиковать статью. Nature написал, требуются дополнительные доказательства существования живой особи. Science заявил, одна видеозапись не может опровергнуть устоявшуюся научную теорию о вымирании вида. Институт установил еще 50 камер в том же каньоне. Сняли еще 2 встречи с крупными акулами. Одна на глубине 2000 метров, длиной около 18 метров. Вторая на глубине 3200 метров, размер оценить не удалось. Акула прошла краем кадра. Кларк собрала все данные. Видеозаписи, свидетельства очевидцев, находки зубов, исчезновения помеченных белых акул. Картина складывалась в единое целое. Мегалодон не вымер. Он ушел на глубину, где давление, холод и темнота защищали его от человека последние 1000 лет. Океан покрывает 71% поверхности Земли. Средняя глубина — 3800 метров. Человек исследовал только 5% этого пространства. Остальные 95% остаются неизведанными, темными, холодными, недоступными. Мегалодон господствовал в океанах 23 миллиона лет. Для сравнения, современный человек существует всего 300 тысяч лет. Мегалодон пережил множество климатических изменений, ледниковые периоды, падение метеоритов. Существо с такой выживаемостью не могло просто исчезнуть за короткий период. Миллиона лет назад океан остыл, крупные киты мигрировали в полярные воды, богатые пищей. Мегалодоны, охотившиеся у поверхности, потеряли основной источник еды. Наука считает, это привело к вымиранию. Но наука не учла один фактор – глубоководные желоба Тихого океана. Марианская впадина, Тонга, Кермадек, Филиппинская. Глубины от 8 до 11 тысяч метров. Температура стабильная – 2-4 градуса круглый год. Обилие глубоководных кальмаров, крупных рыб, даже киты иногда опускаются на глубину несколько тысяч метров. Идеальное убежище для вида, способного адаптироваться. Мегалодон мог эволюционировать, развить способность выдерживать огромное давление, улучшить зрение для охоты в темноте, замедлить метаболизм для экономии энергии. Глубоководные акулы демонстрируют все эти адаптации. Полярная акула живет 400 лет, двигается медленно, охотится на глубине 2000 метров. Плащеносная акула сохранила примитивное строение тела, почти не изменившееся за 80 миллионов лет. Живет на глубине 1500 метров. Оба вида были обнаружены только в 19 веке. Мегалодон мог уйти еще глубже. Популяция из нескольких сотен особей, разбросанных по глубоководным желобам всего Тихого океана. Встречи редкие, раз в несколько лет одна особь поднимается к границе континентального шельфа, охотится на крупную добычу, уходит обратно в бездну. Зубы возрастом 4000 лет доказывают, мегалодон дожил почти до исторического периода. Видеозапись из каньона Монтерей показывает, существо подходящих размеров живет на глубине 2000 метров прямо сейчас. Исчезновения помеченных белых акул указывают, там внизу охотится хищник крупнее любого известного науке. Так вымер ли мегалодон 3 миллиона лет назад? Все факты говорят нет. Если вы тоже думали, что мегалодон мог бы завести свой канал на YouTube, чтобы делиться охотничьими лайфхаками, загляните на наш сайт whiteori.com. Там вы найдете еще больше интересных историй и статей о загадках глубин. Ссылка в описании. Он адаптировался, ушел на глубину, стал невидимым. Океан слишком велик, глубины слишком недоступны, чтобы с уверенностью заявить о вымирании. Каждый год глубоководные экспедиции обнаруживают десятки новых видов. Существа, которые живут в условиях, считавшихся непригодными для жизни. Рыбы без глаз на глубине 8000 метров. Осьминоги размером с автомобиль. Черви длиной 3 метра у горячих источников на дне. Если эти создания смогли выжить в бездне, почему не мог мегалодон, совершенный хищник, венец эволюции акул? Возможно, прямо сейчас под толщей воды в несколько километров древний владыка океана скользит в темноте, как и миллионы лет назад. И человечество узнает об этом только когда будет готово исследовать последний неизведанный рубеж планеты – глубины собственного океана.